Срочная отмена выступления важнейшей фигуры не будет на форуме в Санкт-Петербурге. Путина подставили. Прокремлевские ястребы заговорили по-другому. Поражение России в войне. Страну ждет колонизация. Хватило одного звонка. Объявлено о прекращении огня. Трамп сорвался и устроил жесткий разговор. Вашингтон резко меняет тон. Огромные суммы для поддержки Киева. Партия президента идет в атаку на Москву. Гость Лукашенко угодил в СИЗО. В центре криминальной драмы сын бывшего премьера и две страны Центральной Азии. Об этих и других событиях к вечеру четверга, 4 июля. Вечер четверга, и снова многое произошло. Разбираемся вместе. Это «Нехта», в студии Олесь Корниенко. Демилитаризация морей продолжается. Украина выбивает российские военные суда второй день кряду. После вчерашнего удара по базе Балтийского флота в Кронштадте этой ночью дроны ВСУ наведались к побережью Крыма. Тут, как сообщает НВ, поражен российский патрульный катер. По данным источников издания, катер участвовал в отражении атаки беспилотников в восточной части полуострова. В этот момент по нему ударил FPV-дрон с усиленной боевой частью. После попадания судно не просто получило повреждения, а было уничтожено. Накануне командующий силами беспилотных систем Роберт Броуди сообщил об ударе по корвету «Бойки» практически у берегов Санкт-Петербурга. Главный конструктор Firepoint Денис Штиллерман написал даже о 2 пораженных судах. Пока мы гадали, приедет ли Путин на форум в родной город после визита туда украинских дронов, из списков участников мероприятия исчезла другая заметная персона. Речь идет о главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Она должна была участвовать сразу в 2 сессиях, посвященных экономическому росту и кибермошенничеству, но ее фамилия пропала из программы. Эльвира Сахибзадовна на больничном и в связи с этим не смогла прибыть на ПМФ. А может, все-таки Набиуллина немножечко испугалась? Как думаете? Операции украинских защитников приносят все более масштабные результаты. В аннексированном Крыму ночью перестали курсировать все пригородные поезда. Местный оператор железнодорожных перевозок сообщил, что движение приостановлено по техническим причинам. Но даже российские провластные ресурсы связывают это ЧП с ночными атаками украинских дронов. Ночью также был перекрыт и Керченский мост. Ограничение продолжало действовать и утром. Это также было вызвано визитом БПЛА. В Симферополе сообщали о прилете по воинской части ВС РФ. Также взрывы и работу ПВО фиксировали в районах аэродромов Кача, Саки, Бельбек и Гвардейская. Под ударом, как утверждается, оказался и район 2 нефтебаз под Симферополем. Результаты уточняются. Российские ястребы представили свое видение будущего России, и оптимизмом эти презентации не отличаются. На Петербургском экономическом форуме идеолог русского мира Александр Дугин и православный олигарх Константин Малафеев допустили, что в течение 10 лет Россия потерпит поражение в Украине. Киев вступит в НАТО, а Кремль потеряет влияние на постсоветском пространстве. К 2050 году, по версии авторов доклада, страну и вовсе ждет колонизация. Правда, у них есть и хороший сценарий. В нем Россия захватывает Киев, Одессу, Харьков и другие украинские города. Одновременно распадается Европейский Союз. Правда, все это в далеком 2036 году. Может, они надеются, что Путин просто не доживет? Оптимизма не было и в выступлении еще одного эксперта, бывшего разведчика-нелегала, а ныне советника главы Роснефти Игоря Сечина, Андрея Безрукова. Мы должны признать, что мы в следующие несколько лет, может быть, пару десятилетий, будем находиться в войне. Это может быть война очень горячая, то, что сейчас. Это может война ползучая. Даже если она уйдет в другие регионы, у нас будет 2 поколения, которые можно считать практически воюющими. И нам нужно научиться с этой войной жить. А вот сын главы президентской администрации Антона Войно Александр озвучил другую проблемку. Оказывается, российский бизнес боится силовиков. Сиятельный отпрыск заявил, что предприниматели перестали брать с госсубсидий, так как это ведет к бесчисленным проверкам и визитам следователей. Сволочь!
Почему он не на зоне до сих пор? Но в этом году на форум попали не только элитные мажоры, но и участники попроще. И в какой-то момент дискуссия оживилась и даже стала напоминать бандитскую разборку. Мне президент поручит, и я железной рукой порядок наведу. Всю эту сволочь отправлю. Ты будешь пушки собирать. А что будет, когда на это мероприятие начнет подтягиваться новая элита из числа так называемых ветеранов СВО? Я рядом с этой тварью сидеть не буду рядом. Я тебя посажу, сволочь, понял? Война закончилась одним телефонным звонком. Израиль и Ливан объявили о прекращении огня. Об этом заявила третья сторона, Госдеп США. Обе стороны согласились с указаниями Соединенных Штатов оперативно продвигать создание пилотных зон, в которых ливанские вооруженные силы возьмут на себя исключительный контроль над территорией, исключив из нее всех негосударственных субъектов. Под этими субъектами в первую очередь подразумеваются проиранская Хезболла, которая имеет в стране влияние, возможно, большее, чем официальное правительство. Примирение произошло сразу после того, как Дональд Трамп устроил жесткий разговор с Биньямином Нетаньяху. По данным Axios, разговор двух лидеров пару дней назад стал одним из самых напряженных, причем хозяин Белого дома использовал ряд нецензурных выражений по отношению к собеседнику. Президент США позднее подтвердил это. Да, я так и сделал. Не то чтобы я был зол. Просто меня немного беспокоило, что он постоянно воюет с Ливаном. В какой-то момент я сказал: «Биби, мы должны это прекратить». Но у нас очень хорошие отношения. Мы хорошо поработали вместе, как всегда. Мне очень нравится Биби. Для Вашингтона это вопрос не только Ливана. Прекращение огня было одним из условий, которые выдвигал Иран для продолжения диалога с США. Так что нынешнее перемирие может оказаться частью куда более крупной сделки на Ближнем Востоке. Нефть снова дорогая, но заработать на скачке цен из-за войны на Ближнем Востоке у Кремля снова не получилось. Казна второй месяц подряд получает меньше, чем ожидалось. В мае нефтегазовые доходы выросли почти на треть по сравнению с прошлым годом и достигли 679 миллиардов рублей. Но дополнительные сверхдоходы оказались на треть ниже прогнозов. Аналитики ожидали 330 миллиардов рублей, а получили только 208. Причина проста. Государство одной рукой собирает деньги с нефтяников, а другой возвращает их обратно. Только за 2 месяца компании получили более 400 миллиардов рублей субсидий. В первую очередь на восстановление после ударов украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. Смена настроений в Вашингтоне. В Конгрессе США впервые после возвращения Дональда Трампа серьезно продвинули законопроект о новой помощи Украине. Палата представителей поддержала дальнейшее рассмотрение документа. 218 голосов за и 204 против. Законопроект предусматривает военные займы Киеву на 8 миллиардов долларов, продление программы военной поддержки в 2027 году и новые санкции против России. Причем заметную роль в продвижении этого законопроекта играют однопартийцы Дональда Трампа. Палата представителей только что проголосовала 218 голосами против 204 за продвижение петиции об оказании военной помощи Украине и введении жестких санкций против России. Это наш момент Черчилля, и мы должны сдать этот экзамен. Окончательное голосование состоится уже сегодня. Литва заявила, что готова разместить на своей территории американские ядерные боеголовки, если Вашингтон примет такое решение. Министр обороны страны Робертас Каунас подтвердил, что переговоры с США уже идут. Правда, сейчас этому мешает литовская конституция, которая запрещает размещение оружия массового уничтожения на территории страны. Но президент Гитанас Науседа уже предложил изменить закон, а многие депутаты его поддержали. По данным Financial Times, США обсуждают размещение своего ядерного оружия сразу с несколькими странами НАТО. Мы говорили с вами об этом в предыдущих выпусках. Накануне заместитель Лаврова Сергей Рябков на полях Петербургского международного экономического форума снова угрожал Западу ядерным ударом. Посягательство на Россию, на ее территориальную целостность со стороны агрессоров, в том числе тех, кто, возможно, и не обладает таким оружием,
при наихудших сценариях может привести к тому, что мы ответим с использованием данных средств. Это предупреждение, это сигнал, к нему нужно относиться максимально серьезно и не пытаться испытать на себе, в прямом смысле слова, это если говорить о наших противниках, решимость России защищаться всеми имеющимися в ее распоряжении средствами. Ну и чего эти европейцы боятся? Ну, такая неагрессивная страна рядышком. Не прошло и месяца. Apple удалил из App Store российский госмессенджер Max, который власти продвигают как альтернативу Telegram. Компания ВКонтакте подтвердила, что приложение больше недоступно для скачивания. При этом у пользователей, которые уже установили Max, мессенджер продолжит работать. Причина удаления Apple не раскрывает. В Минцифры РФ заявили, что будут решать этот вопрос. Какова дальнейшая судьба Макса? Удалили из App Store? У него все будет хорошо, я уверен. Любопытно, что еще в конце апреля провайдер Cloudflare пометил домен Max как шпионское программное обеспечение. Позже эту отметку убрали, но теперь у госмессенджера возникли проблемы уже с крупнейшим магазином приложений в мире. Сын бывшего премьера оказался в СИЗО. Причем история касается сразу 3 стран. В бывшей столице Казахстана, Алматы, арестовали Урмата Усенова, отпрыска экс-премьера Кыргызстана Данияра Усенова. Тот давно сбежал к Лукашенко и там получил белорусский паспорт и новое имя – Даниил Урицкий. Усенова-младшего подозревают в незаконной предпринимательской деятельности и создании транснациональной организованной группы. Следствие в Казахстане оценивает ущерб в 26 миллионов тенге. Также было изъято более 1,5 тонн кальянного табака стоимостью свыше 46 миллионов тенге. Отец подозреваемого сбежал из Кыргызстана после массовых волнений 2010 года вместе с тогдашним президентом Курманбеком Бакиевым. На родине бывший премьер заочно приговорен к пожизненному заключению, однако Минск все эти годы игнорировал требования Бишкека о его выдаче. У нас очень близкие, добрые отношения с Кыргызстаном. И Бакиев тоже хорошо живет, нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал, никаких поездок, хватит. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.